Книг по саморазвитию миллион. Это одна из самых коммерчески успешных ниш в книгоиздательстве. Там, где деньги, там каждый год появляются сотни новых позиций. 99% из которых это просто чепуха и пересказ других. Сегодня я представлю вам мою золотую тройку книг, которые стали классикой темы. Хотя, возможно, само определение темы саморазвития для некоторых из них будет слишком тесно. Меня зовут Алексей Капуста, я консультант с более чем 20-летним стажем, и как региональный директор консалтинговой компании Института Дизиса я внедрял изменения в компаниях от 25 до 25 тысяч человек в разных странах мира. А еще я автор вот этой книги «Методология Дизиса. Реальный опыт внедрения», которая вышла в издательстве «Миф». Если вы интересуетесь темами личной эффективности и развития собственного бизнеса, то подпишитесь на этот канал, чтобы не пропускать новые полезные видео. В моем рейтинге книга номер 3 из 3 – это Малькольм Гладуэлл «Гений и аутсайдеры». Подзаголовок этой книги звучит так: «Почему одним все, а другим ничего». Эта книга действительно посвящена успеху и исследованию его законов. Другими словами, попытке понять, почему Билл Гейтс стал столь богатым, а остальные миллионы его ровесников из той же зоны проживания, примерно того же социального круга, не добились ничего. Я рекомендую прочесть эту книгу первой из моей подборки, потому что она развенчивает множество мифов, один из которых, что кому-то из нас возможно стать Биллом Гейтсом. Кстати, именно в этой книге Гладуэлл описывает явление, которое гораздо позже окрестили как unfair advantage или несправедливое превосходство. И в этой же книге Гладуэлл вводит правило 10 тысяч часов, ставшее потом столь популярным. Если вкратце, то эта книга о том, что для достижения действительно большого успеха уровня Билла Гейтса или Стива Джобса недостаточно ума или тяжкого труда. Более того, в некоторых примерах в этой книге ум, выраженный в высочайшем IQ, вообще не приводил к сколь-нибудь значимому материальному успеху. А что же важно? Тут много факторов, и факторы эти, конечно же, связаны прежде всего с тем, о какой сфере деятельности мы ведем речь. Ведь для баскетбола, для IT эти факторы будут, конечно же, совершенно разными. Но, среди прочих, Гладуэлл, наверное, как никто другой, исследует фактор социального происхождения. То есть, в какой семье вы родились и какие жизненные ценности ваша семья вам прививает. Короче говоря, эта книга не просто рекомендована мной к прочтению, это просто безусловный must. На второе место я поставлю книгу Тима Ферриса «4-часовая рабочая неделя». Книга не очень новая, 2007 года, и я даже предполагаю, что сам Феррис, возможно, некоторые своих идей уже переосмыслил и пересмотрел. Но для развития темы личной эффективности эта книга просто стала этапной. Феррис описывает модель, при которой он работал всего 4 часа в неделю, зарабатывал неприлично много денег, а остальное время наслаждался жизнью. Сегодня это звучит как рассказ современного инфо-цыгана. Но Феррис своими рассказами вовсе не пытается продать вам какой-нибудь онлайн-курс. Он просто рассказывает о своей жизни, своем опыте, своих экспериментах. И в том числе рассказывает о том, как он взломал, или, если хотите, хакнул, многие не самые простые сферы творчества. Как, например, бальные танцы, карате или японский язык. Эта книга держалась в рейтинге бестселлеров Нью-Йорк Таймс 4 года. Она переведена на 40 языков и продана общим тиражом более 2 миллионов копий. Как вы догадываетесь, это весьма редкий и нетривиальный результат. Ну и на первом месте барабанная дробь. Книга Стивена Кови «7 привычек высокоэффективных людей». В моем понимании на тему личной эффективности ни одна, ни до, ни после, лучше книга написана не была. При этом ни одна из его мыслей ни на йоту не устарела, несмотря на то, что книга была написана еще в далеком 1989 году и с тех пор была продана тиражом 40 миллионов экземпляров по всему миру. Если вы не читали эту книгу, то я вам немного завидую, потому что вам предстоит пережить вот это вот волнующее чувство, когда ты прикасаешься к чему-то великому. А если читали, то я вам рекомендую перечитать и спросить у себя, а какая из привычек у меня самого самая сильная, а какая, наоборот, слабее всех. Как вы догадываетесь из названия, Кови утверждает, что успеха можно достичь, практикуя некие 7 привычек. Не стану их вам здесь все пересказывать, смысла в этом, наверное, и нету, но просто приведу пример одной из них. Попытайтесь сначала понять, а уже затем быть понятым.
Идея очень простая. Когда обычный человек слушает другого, он пытается мысленно приготовить ответ. А Кови рекомендует делать другое. Вслушиваться, пытаться понять, а что же нам говорят, а уже потом отвечать. Или, как он говорит, быть понятым. Позже этот прием назовут эмпатическим слушанием. И пускай эта идея звучит несколько банально, но вы просто вслушаетесь в беседы обычных людей, а потом мысленно понаблюдаете за самим собой, и вы поймете, насколько Кови прав. На самом деле 7 привычек — это не столько набор прикладных инструментов, сколько суперинтересная и важная философская книга, в которой принципы гораздо важнее, чем сами инструменты. При этом книга написана совершенно простым и понятным языком и уже давно стала золотой классикой темы. Ну вот, друзья мои, такой мой личный рейтинг. Если вы не читали этих книг, то почитайте, и ваша жизнь точно станет другой. А если читали, то перечитайте. Кстати, в комментариях к этому видео оставляйте ваши впечатления об этих книгах или же рекомендуйте ваши любимые, связанные с темой личной эффективности. Составим вместе рейтинг лучших книг по мнению зрителей этого канала. Ну и в целом напишите мне, как вы находите эту книжную рубрику, есть ли мне смысл развивать ее, развивать эту тему, рассказывать вам о тех книгах, которые повлияли, например, на мои взгляды, на мою жизнь. Ну и, друзья мои, если вам интересно обсудить со мной развитие вашего бизнеса или ваше собственное профессиональное развитие, или больше узнать про работу Института Айдизиса, то вы можете записаться ко мне на консультацию по ссылке в описании. А если вам понравился этот ролик, наградите его лайком, и чтобы получать уведомления о новых, еще более интересных и полезных видео на этом канале, кликните на кнопку подписаться и на колокольчик.